Друзья мои, в этой рубрике я рассказываю вам о психологических приемах и трюках, которые помогут вам в бизнесе. Сегодня поговорим о низкой и высокой самооценке. Не буду скрывать, что этот фактор один из важнейших, если не важнейший, потому что он определяет ваш собственный ответ на вопрос, смогу я или не смогу. Сами понимаете, что тот, кто верит, что сможет, он либо сможет, либо нет. Но тот, кто верит, что он не сможет, вот он точно никогда ничего не сможет. И еще, прежде чем поговорить о сути, давайте вспомним, что наша жизнь определяется теми историями, которые мы сами себе рассказываем. А что рассказывать, мы это можем выбирать сами. Посему к делу. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним стажем. Как региональный директор консалтинговой компании Института Дизиса я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. Если вы интересуетесь темами личной эффективности и развития собственного бизнеса, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Первое. Я не буду рассказывать вам о причинах низкой самооценки. Я не буду говорить вам, что все мы родом с детства, и что причины наших комплексов, слабостей и состояний следует искать там. Может, это и так, может быть и нет. Не знаю, как у вас, но у меня нет времени ходить год к психоаналитику и копаться в прошлом. Поэтому, если вам нужен быстрый и действенный взлом и исправление состояния, когда я считаю себя лузером и верю в то, что у меня ничего не получится, тогда это видео для вас. А если у вас есть время и деньги на психоанализ, тогда сразу выключайте. Мы с вами будем атаковать проблему сразу с двух сторон. С физической и психологической. И начнем с последней. Лайфхак номер 1. Сделайте список самых больших и важных достижений своей жизни. Я не говорю о достижениях типа «я покорил Эверест». Нет, достижения могут быть куда скромнее. Это могут быть успешные рабочие проекты, аспекты личной жизни, все что угодно. Главное – это те вещи, которыми вы гордитесь. Просто составьте такой список, вспомните все, что можно вспомнить, перечитайте его и задайте себе вопрос риторический. Лузер не лузер, а ведь это у меня получилось, так может быть и не совсем лузер? Обещаю, вас немного попустит. Список не теряйте и далеко не прячьте, а при первой же возможности пополняйте его, иногда перечитывайте. Лайфхак номер 2. Теперь задачка чуточку сложнее. Вспомните пару-тройку случаев, и их тоже зафиксируйте письменно, когда казалось, что вот будет совсем плохо, но вы взяли и вытянули ситуацию, и в итоге стало хорошо. Дальше давайте сделаем еще один шаг и спросим у себя, если все это у меня получилось, то почему не получится впредь? Ведь сама логика жизни говорит, что получится. Эти первые два простые упражнения на воспоминание сделают вас чуточку более уверенной в себе личности. Лайфхак номер 3. Сделайте список из 10 человек, которые вас любят. Начиная с тех, кто любит больше всего, и дальше по убыванию. Поговорите с парочкой из этих людей из списка и спросите о своих сильных чертах. Пусть они вам все расскажут. Можно, конечно, спросить и напрямую, за что ты меня любишь? По форме вопрос немножко некорректный, но тоже может сработать. Когда люди отвечают и описывают ваши сильные черты, уверенность в себе сама по себе чуть-чуть возвращается. Лайфхак номер 4. Называется «Ловим поток». Проанализируйте все, что вы делаете в течение недели. Сделайте список тех активностей, которые приносят вам больше всего радости и энергии. Попробуйте увеличить время и количество такой вот деятельности. И когда вы будете ловить себя вот на этом состоянии потока, то попробуйте проанализировать, а почему именно эта деятельность приносит вам такое удовольствие и наполняет вас энергией. Один из вероятных ответов будет примерно таким, потому что именно это у меня особо хорошо получается. И это будет еще один маленький гвоздик в гроб низкой самооценки, ведь есть что-то, что у вас прекрасно получается. А теперь давайте перейдем и к физическому аспекту. Я не буду впадать в теорию, разве что коротко. На самооценку влияет так называемый гормональный фон. Другими словами, какие именно и в каком количестве в вашем организме вырабатываются гормоны. Давайте грубо их назовем гормоны счастья или гормоны депрессии. Легко догадаться, что наша с вами задача немного стимулировать выработку первых и не допускать слишком большой активности вторых.
Самые научно доказанные стимуляторы выработки гормонов счастья, мы сейчас опустим те, которые очень опасны для здоровья, это физические упражнения, продукты питания и секс. Первый простой совет – копнуть глубже, самостоятельно изучить тему гормонов счастья. А теперь вам один лайфхак гормональный. Итак, лайфхак номер 5. Проанализируйте, после каких физических активностей вы чувствуете себя лучше всего. Утренняя пробежка, танцы, плавание, велосипед. Вспомните именно то, что приносит вам хорошее настроение. И сделайте эту активность постоянной и управляемой. И еще так, на пике хорошего настроения спросите у себя, а почему я сейчас чувствую себя так хорошо? Что я могу сделать и что я хочу сделать, чтобы таких моментов и состояний в моей жизни было побольше? И вот на этом месте еще один сверхважный аспект. Наша самооценка, увы, зачастую напрямую связана с оценкой нас со стороны других людей. Упрощая. Если мы получаем выволочку от начальника или нелицеприятную характеристику от коллеги, то наша самооценка может упасть ниже плинтуса. И наоборот, чем больше нас хвалят, тем выше наша самооценка. Если вас ругают и критикуют, и вы начинаете чувствовать себя полным лузером, это в корне неправильно. Сейчас я вас научу, как с этим справиться раз и навсегда. Сначала запомните очень важный момент. Человек, навязывающий вам отрицательное мнение о вас, всегда преследует собственный интерес. Это настолько важная мысль, что я повторю ее еще раз. Человек, навязывающий вам отрицательное мнение о вас, всегда преследует собственный интерес. Этот человек не хочет сделать вам лучше или сделать вас лучше. Нет, он пытается вами сманипулировать. Подчеркиваю, скорее всего подсознательно, но это ведь ничего не меняет. Пример положительного и отрицательного сообщения от шефа. Вот эта работа выполнена не до конца качественно. Похоже, ты допустил вот такие ошибки. Пожалуйста, доделай и переделай. Это нейтральное или положительное сообщение без манипуляций. А вот оно же, но в манипулятивной манере. Как можно быть настолько непрофессионалом? Как можно было мне представить настолько сырой отчет? Немедленно переделай. В чем истинная причина подобной манипуляции? Их может быть несколько. Самое очевидное из которых – перекладывание ответственности с себя на другого и желание выглядеть белым и пушистым на фоне недотеп. Как этому противостоять и как не дать такого рода наездам повлиять на вашу самооценку? Вот вам железобетонная последовательность из 4 шагов. Шаг номер 1. Широко улыбнитесь. Шаг номер 2. Мысленно спросите у вашего собеседника. Тут важно мысленно, а не вслух. Ну ты что, дурак? Думаешь, я не увижу твою манипуляцию и поддамся на нее? Шаг номер 3. Поблагодарите собеседника за то, что он указал вам на ошибки. Даже если вы не согласны. Вернем ему же его же манипуляцию. Пусть почувствует себя умным и важным. Шаг номер 4. Скажите мысленно себе. Никакие оценки других людей, даже если эти люди важны для меня, не способны без моей на то воли повлиять на мою самооценку. Точка. Давайте подведем итоги. Первое. Ваши жизненные успехи и достижения зависят от тех историй, которые вы сами себе рассказываете. И какие истории рассказывать, это полностью ваш выбор. Я дал вам несколько упражнений и лайфхаков, как повысить самооценку на психологическом и на гормональном уровне. Люди, рассказывающие вам, какой вы плохой, всегда преследуют личный интерес и пытаются вами манипулировать. Теперь вы знаете, как этому противостоять, и не позволяйте им этого делать. Если вы будете просто практиковать эти вещи и пытаться управлять собственной самооценкой, ваша жизнь станет несравнимо лучше, а ваши бизнес-успехи резко более заметными. Если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса или ваше собственное профессиональное развитие, или больше узнать про работу Института Адизиса, то вы можете записаться на консультацию со мной по ссылке в описании. Ну а если вам этот сюжет понравился, то наградите его лайком. Ну а чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных и полезных видео на этом канале, то обязательно подпишитесь и кликните на кнопку колокольчик.